Гондар слаб, и на его южных границах вновь зашевелилась тьма. Под тенью парусов корсаров рождался новый союз. Пираты призвали под свои знамена союзников из Харада и восточных степей. Их цель была едина – сокрушить Гондар ударами с моря, юга и востока. Так началась война, в которой пиратские рейды Умбара станут кровавым дыханием всей кампании. Как уже упоминалось ранее, в 1636 году Третьей эпохи разразилось одно из самых разрушительных бедствий в истории Гондора. Великая чума поразила не только население, но и государственные институты, военную мощь и заморские владения. Масштабы катастрофы были огромны. Эпидемия прошла через всю страну. Король Келемнар умер от чумы, как и все его дети. Столица обезлюдила. Целые области опустели, а пограничные гарнизоны осиротели. Эта эпидемия стала поворотной точкой в истории королевства, приведшая к ослаблению военной мощи, экономическому упадку и политической нестабильности. Корсары Умбара не преминули воспользоваться этой возможностью и усилили свои набеги. Чтобы частично оправиться после чумы, Гондору понадобится не менее 200 лет. Тем временем, в силу дефицита людских ресурсов на территории Гондора, корсары были вынуждены искать новых пленников в дальних землях. Теперь их нападения доходят до Энедвайта и Минахриата. Спрос на рабов всегда был высок, и помимо безжалостных набегов на северных соседей, пираты не упускали выгоду и в других направлениях. В Умбаре процветала работорговля. Пленников, захваченных во время рейдов, отправляли на рынки, где их покупали купцы с южных и восточных земель. Слухи о цене умбарских невольников расходились по всему Средиземью, и многие народы знали, что лучше держаться подальше от побережья южных морей, чтобы не попасть в руки пиратов. Еще одно поприще корсаров – это контрабанда. Они мастерски использовали свой флот, маневренные и быстрые галеры, чтобы поддерживать контроль над торговыми путями. В обход гондорских военных патрулей и всяческих налогов они перевозили редкие товары, специи и драгоценности в обмен на золото. Оправившись после предыдущих бедствий, в 1798 году Третьей эпохи на престол Гондора зашел Телумихтар. Он начинает укреплять и восстанавливать военную мощь государства. Спустя 12 лет король решает восстановить честь короны и избавиться от символа унижения и отомстить за смерть своего предка Минардиля. В 1810 году массированный флот выдвигается из доков Гондора и направляется к Умбарской гавани. После кровопролитных морских сражений и боя за городские укрепления корсары были полностью разбиты. Часть из них убита и казнена, часть изгнана в Харад. Город и прибрежные земли переходят под контроль Гондора. Однако Умбар недолго пребывал в руках своего врага. Спустя всего несколько лет пираты, поддерживаемые Сауроном и Харадримами, вновь возвращаются и отвоевывают город обратно. Дорогие друзья, 15 секунд вашего внимания. Если вам нравится наше видео и вы хотите увидеть больше подобного контента, поддержите нас лайком и подпиской. А также напишите свое мнение в комментариях или расскажите, что бы вы хотели увидеть в будущих роликах. Благодарю! Одним из крупных военных конфликтов Средиземья является война Гондора с восточными народами. К началу 19 века Умбар заключил тайный союз с Харадом и кочевыми племенами из моря Рун. Целью данного союза являлось разделение и уничтожение Гондора, зажимая его ударами с севера, востока и юга. Рейды корсаров на прибрежные города должны были отвлечь войска с других направлений. Как правило, пираты избегали затяжных сражений и осад, предпочитая быстрые морские удары. Главной опасностью во время полномасштабных войн всегда была блокада снабжения, которая могла парализовать целые регионы.
Во время крупных конфликтов корсары перерезали торговые пути и перехватывали суда, мешая Минас Тирит и другие города регулярных поставок хлеба, древесины и железа. Пока Гондор сражался на восточных рубежах, удар с юга мог оказаться смертельным. Кочевники из моря Рун выступили огромными ордами на боевых конях, переправились через Андуин в его верхнем течении и хлынули в плодородные земли Гондора, выжигая селения и поля. В то же время Харат начал свое наступление на южные земли, увеличивая свои территориальные владения и, впоследствии, намереваясь переправиться через Андуин, угрожая Пелагиру и другим прибрежным городам. Корсары бесчинствовали на море, жгли гавани, нападали на прибрежные города и захватывали торговые суда, отвлекая часть сил Гондора от борьбы с восточными кочевниками. Слухи о предстоящем вторжении уже давно доходили до Гондора, вследствие чего король Ондахер заблаговременно подготовился к нападению. Правитель разделил войско на две части. Одно из них было отправлено защищать южные границы, а второе, под его предводительством, должно было отражать удары с севера. Узнав о вторжении кочевников, Ондахер выдвинулся навстречу неприятелю. Однако кочевники прибегли к хитрости и, завидев надвигающиеся войска Гондора, обратились в бегство, заманивая короля в ловушку. Когда гондорцы погнались за ними, на них внезапно обрушился удар скрытых резервов. В хаосе сражения король и оба его сына пали. Их гибель вызвала панику и дезорганизацию. Северное войско Гондора было рассеяно. Кочевники решили не преследовать и не добивать остатки гондорского войска, а вместо этого принялись собирать трофеи, делить добычу и отмечать победу. В скором времени известие о катастрофе достигло Эарниля, командующего южным войском, который в свою очередь также прибегнул к хитрости. Немедленно двинувшись в сторону неприятеля, он обошел войско с фланга и атаковал в тот момент, когда противник уже был в состоянии беспорядочного пиршества. Столь неожиданное нападение привело практически к полному уничтожению вражеской армии. После этого Эарниль повел войска на юг, где одновременно действовали харадримы и корсары. Очистив Андуин от кораблей пиратов, Эарниль провел серию сражений в южных землях и очистил побережье от врага. Таким образом, в ходе данного конфликта союзу Умбара и Харада не удалось добиться значительных территориальных завоеваний. Восточные народы были обращены в бегство. Единственным военным успехом стала гибель короля и его наследников. Династия правителей Гондора прервалась, и на престол взошел командующий Южной армией и герой войны Эарниль II. На следующие 7 столетий Умбар исчезает из летописей и хроник. Это было время подготовки и накопления сил, ведь впереди Умбар ждали величайшие битвы в истории, в том числе Война Кольца, определившая судьбу всего Средиземья. Об этом мы поговорим в следующей части. Если вам понравился этот ролик, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить выпуск продолжения в ближайшее время. До скорой встречи!